Груз какой массы надо взять, чтобы, подвесив его к правому плечу у цифры 6, привести рычаг в равновесие? Есть рычаг, на котором подвешены грузы. Здесь у цифры 4 подвешены 3 груза. Они все одинаковые, и М равно 100 грамм. Нужно выяснить, какой груз нужно подвесить, какой массы подвесить сюда, цифры 6, для того, чтобы рычаг находился в равновесии. Напомним условия равновесия рычага. Первое, что нужно сказать о том, что если мы подвесим необходимый груз, тогда рычаг будет находиться в состоянии покоя, в состоянии равновесия. Что это значит? Это значит, что силы, действующие на всей этой системе равнодействующих сил, будут равны нулю. В данном случае этот первый закон Ньютона обращает внимание на силу, которая действует с этой стороны, силы с этой стороны. Против них действует сила точка подвеса рычага с этой стороны, но направлена вверх. Против действия этих сил, если мы направим сюда силу, вот эту F, эту силу веса P, она будет равна по модулю двум этим силам, она направлена в противоположную сторону, но сейчас нас меньше интересует, потому что рычаг находится в состоянии покоя, он не движется ни вверх, ни вниз. Единственное, что нас интересует, это моменты действующих сил. В левую сторону рычага действует сила, состоящая из 3 масс на удалении 4 делений от точки подвеса рычага. Рычаг находится в горизонтальном положении. Здесь у нас направление 90 градусов. Под углом 90 градусов идет направление вот этой действующей силы. Можно сказать о том, что для силы P, для веса вот этих всех 3 масс, плечо будет от 0 до 4. Обозначим момент силы P, MP. С правой стороны должна действовать тоже сила, определена какой-то массой, и направление действия горизонтально расположен рычаг. Вот этот угол между направлением силы и плечом будет равен 90 градусов. Поэтому плечо для силы F будет от 0 до 6 делений. Каждое деление, размер – это L. Момент силы P будет равен P умножить на сколько? На 1, 2, 3, на 4L. Момент силы F, который действует в этой точке, напишем тоже. Момент силы F будет равно F, что умножится на сколько? На 6L. Моменты этих сил противоположны друг другу. Если взять за положительное направление действия силы F, этот момент будет направлен в эту сторону, где действует по часовой стрелке, а этот момент силы P направлен, конечно, против часовой стрелки здесь. Они друг друга должны компенсировать, должны быть одинаковые по модулю, потому что рычаг должен находиться в равновесии. Раз он находится в равновесии, значит действующие моменты, размер их одинаковый, а направление противоположное. Сумма моментов этих сил тоже будет равна нулю при равновесии. Итак, можем этих два момента приравнять для того, чтобы определить значение силы. Сразу определим, что P равно 300 грамм, 3 значения, умножить на G. Давайте подставим эти значения, посмотрим, во что это будет выливаться. В данном случае эту силу F можно тоже заменить какую-то массу, которую мы не знаем, массу X, F равно mx, мы же должны подвесить сюда что-то, умножить тоже на G. Так, теперь можем приравнять два момента. Вот этот момент силы действующей P равен моменту действующей силы F. Подставляем вместо момента действующей силы P 300 грамм умножить на G и умножить на сколько? На 4L. Я же специально не подставляю сюда, для того, чтобы вы увидите, сразу оно как-то будет определено. С этой стороны момент силы F равен чему? F умножится на 6L, или mx умножится на G и умножится на 6L. Что здесь можно сразу сократить? Вот можно L можно сократить, и можно сократить G сразу. Что у нас получается? 300 грамм, что умножится на 4, равно чему? mx, что умножится на 6. Отсюда mx равен чему? 300 грамм умножим на 4, делим на 6. Можно сократить 6 и 300. Тут будет 50 грамм, что на 4, равно 200 грамм. Даже сразу мы перешли к массам. Это значение mx, которое установить необходимо подвесить на точку 6, будет равно 200 грамм. С этой стороны, получается, висит 300 грамм, а здесь, получается, висит 200 грамм.